Представьте, маленький белый медвежонок отчаянно бьется в ледяной воде посреди ледяной пустыни Арктики. Он тонет, силы уходят с каждой секундой, вокруг лишь бесконечный холод. Мать рядом, но она тоже в ловушке, а где-то неподалеку уже возвращаются браконьеры. И то, кто пришел на помощь им, вы не поверите. Тишину Арктики разорвал пронзительный крик. И мир, патрулировавший ледяные просторы, сначала подумал, что ему показалось. Но звук повторился. Слабый, отчаянный, словно зов о помощи. Он пошел на звук и вскоре увидел источник крика. На небольшом участке снега беспомощно барахтался медвежонок. Его лапы скользили по льду, тело дрожало от холода. С каждой попыткой подняться он становился только слабее. И мир сразу понял, что-то здесь не так. Он огляделся, и сердце сжалось. Неподалеку огромная белая медведица отчаянно рвалась из браконьерской сети, закрепленной на льду. Металлические петли впились в ее лапу. Она пыталась вырваться, чтобы добраться до своего детеныша, но ловушка держала ее слишком крепко. Медведица рычала, тянула сеть, снова и снова падала в снег, а медвежонок продолжал звать ее. И мир понял, если он не вмешается сейчас, оба погибнут. Он снял обувь, закатал рукава и осторожно шагнул в ледяную воду у кромки льда. Холод обжигал кожу, дыхание сбивалось, но он продолжал идти. Медвежонок метался в панике, пока Эмир медленно не протянул руку и тихо не сказал: «Все хорошо, я помогу». Словно почувствовав это, малыш постепенно успокоился. Эмир осторожно поднял дрожащее тело и прижал его к груди, стараясь согреть. Затем он подошел к медведице. Та рычала, но уже не пыталась атаковать. Будто понимала, что человек пытается помочь. Эмир начал распутывать сеть. Металл был вмерз в лед, пальцы быстро немели от холода. Наконец, сеть ослабла. Медведица была свободна. Но в этот момент Эмир услышал звук. Приглушенный рев двигателя и шаги по снегу. Браконьеры возвращались. Он быстро спрятал медвежонка в глубоком сугробе и укрыл его кустами. Затем сам спрятался неподалеку. Через минуту появились двое мужчин с ружьями. Они смеялись и спокойно шли к ловушке, уверенные, что их добыча никуда не денется. И мир понял, если они заметят медведей, все закончится трагедией. Он поднял кусок льда и бросил его далеко в сторону. Глухой удар эхом разнесся по равнине. Что это было? Насторожился один из браконьеров. Оба повернулись на звук. И мир воспользовался моментом, быстро схватил тяжелый металлический крюк из их снаряжения и вышел из укрытия. Он встал между ними и медведями. «Уходите, сейчас же!» Мужчины рассмеялись. «Думаешь, сможешь нас напугать?» Но Эмир стоял неподвижно. «Осмотритесь вокруг», – спокойно сказал он. «Вы уверены, что я здесь один? Экологические службы уже знают о ваших ловушках». Браконьеры переглянулись. Их уверенность заметно пошатнулась. После напряженной паузы один из них медленно опустил ружье. Через несколько секунд они отступили и исчезли в снежной дымке. И мир глубоко выдохнул. Медведица осторожно подошла к своему детенышу. Она мягко ткнулась носом в малыша и издала тихое урчание. Это было их воссоединение. И мир смотрел, как они уходят в бескрайние ледяные просторы, и чувствовал, что сделал правильное дело. Но история на этом не закончилась. Через несколько месяцев Эмир снова патрулировал эти места, и однажды утром заметил в снегу свежие следы людей. Он пошел по ним и вскоре увидел небольшой лагерь, те же браконьеры. Эмир попытался тихо уйти, но снег предательски хрустнул под ногами. Мужчины заметили его, догнали и связали. «Ты доставил нам слишком много проблем», — сказал один из них. «Пора это закончить». Они потащили его дальше по льду, туда, где никто не сможет помочь. И вдруг впереди из снежной пустоты появилась огромная белая фигура – медведица. Она узнала запах человека, который когда-то спас ее и ее детеныша. Браконьеры замерли от ужаса. Пока они отвлеклись, и мир вырвался. Медведица бросилась вперед, и мужчины, охваченные паникой, убежали. Когда все стихло, она подошла к Эмиру и осторожно перегрызла веревки на его руках. Он посмотрел на нее и тихо сказал: «Спасибо».
Медведица некоторое время смотрела на него, а затем медленно развернулась и ушла обратно в бескрайние снежные просторы Арктики.